вами доктор Кострик. Никого не нужно убеждать в пользе для здоровья плодов малины. Это кустарник, который в настоящее время выращивается во многих сортах. Сладкая малина – прекрасное кулинарное и лекарственное сырье, один из самых популярных плодов, используемых при приготовлении вкусных и полезных домашних варений. Вряд ли кто коллекционирует и ценит другую часть этого растения, то есть его листья. Листья малины лишь недавно вновь обрели популярность как ценное лекарственное растение, которое они вполне заслужили благодаря своим целебным свойствам. Мы можем собрать и высушить листья малины сами или купить их уже сушеными в фитоаптеке или магазине. Если уж и решили собирать сами, то не будем забывать о нескольких важных правилах. Кусты малины, из которых мы будем получать это ценное травяное сырье, должны расти вдали от дороги, особенно от скоростных автомагистралей и от промышленных предприятий. Заготавливаем траву летом и выбираем для заготовки здоровые, молодые, зеленые листья. Мы всегда сушим листья в проветриваемом и затемненном месте, никогда на солнце, так как это вызывает побурение листьев и распад в них ценных лекарственных веществ. Храните сушеные листья в плотно закрытой стеклянной таре или, возможно, в жестяной банке, защищающей от влаги и света. Листья малины уже много лет используются в традиционной народной медицине как средство от многих недугов. Они отличаются высоким содержанием витамина С. Кроме того, в их химический состав входят соединения, ответственные за многие целебные свойства, такие как дубильные вещества, слизи, смолы, полифенолы, флавоноиды, органические кислоты и минеральные соли. Некоторые целебные свойства листьев малины аналогичны свойствам плодов, но более эффективнее еще. Кроме того, водные экстракты листьев малины обладают более широким спектром терапевтического действия, дополнительно проявляя ряд свойств, которых уже нет у плодов. Основное применение настоя малины – его жаропонижающее и патагонное действие. Кроме того, они обладают противовоспалительными свойствами, а также им приписывают антибактериальные свойства. Поэтому неудивительно, что чай из листьев малины, так же как и чай из фруктов, прекрасно работает как средство для снижения температуры при различного рода инфекциях и борьбы организма с болезнями. Кроме того, содержание витамина С и минеральных солей укрепляет организм и положительно влияет на иммунную систему. Вот почему малина стала одним из основных ингредиентов любимого чая многих любителей фиточаев. Неплохая комбинация чая к листьям малины – имбирь, боярышник и женьшень, благодаря чему отлично разогревает и укрепляет организм. Благодаря содержанию полифенолов чай из листьев малины обладает антиоксидантными свойствами, то есть помогает бороться со свободными радикалами, что является важным элементом профилактики многих заболеваний и замедляет старение организма, а прежде всего снижает риск рака, защищая клетки нашего тела от повреждения их ДНК. Флавоноиды также обладают мочегонным и дезинтоксикационным действием в чаях из листьев малины. Помните об этом. Очищение организма от токсинов в современном сильно загрязненном мире также является очень важным защитным действием, предотвращающим многие заболевания, например, аллергию. Мочегонные свойства также используются при лечении воспалений мочевыводящих путей. Водный экстракт листьев малины также мягко стимулирует пищеварение, то есть оказывает желчегонное действие, а благодаря содержанию дубильных веществ оказывает вяжущее действие и препятствует возникновению диареи, поноса. Вяжущее, противовоспалительное и антибактериальное действие листьев малины следует использовать и наружно. Можно использовать настой или отвар для ополаскивания кожи с пятнами и использовать его для ополаскивания жирных темных волос. Его использовали для окрашивания волос в черный цвет с добавлением так называемого поташа.
растворимой фракции древесной золы. А в случае при интимных инфекциях можно использовать ванночки с добавлением водного настоя листьев малины. Кроме листьев малины, также рекомендуем сублимированную малину на развес, которую также можно добавлять в чай при простуде. Много споров возникало и по поводу употребления малинового чая беременными женщинами. Некоторые рекомендуют пить его только перед родами, опасаясь преждевременных схваток. Тем не менее, настой листьев малины является безопасной мерой на протяжении всей беременности, и регулярное употребление его перед родами не вызовет преждевременных родов, а поможет организму подготовиться к нему и более эффективно пройти родовой процесс. Это потому, что он заставляет мышцы матки работать еще лучше. Чтобы подготовить их к гладким родам, следует выпивать по чашке малинового чая в день за несколько недель до назначенной даты. Однако его нельзя использовать в случае угрозы беременности. Также не рекомендуется в тех случаях, когда планируется кесарево сечение или имели место преждевременные роды в случае предыдущих беременностей. Также не рекомендуется его пить при многоплодной беременности и гипертонии, повышенном риске рака груди, рака яичников, эндометриозе или миоме. Однако, если противопоказаний не было и настой листьев малины применялся для поддержки родов, стоит не прекращать его употребление после рождения малыша, ведь благодаря ему матка быстрее вернется к своим естественным размерам, и она укрепит тело матери. Надеюсь, информация была полезна для вас. Комментируйте видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Впереди еще много полезной информации. До новых встреч!